Всем привет, дорогие друзья! В Москве потеплело, светит солнышко, и рука у меня подтянулась сама к жемчугу. Очень захотелось сделать украшения из жемчуга. Я уже сделала несколько украшений, именно летние. Потом в конце покажу. Оставайтесь со мной. И буду сегодня делать небольшое, несложное украшение. Будет на ювелирном тросике и с золотой фурнитурой. Фурнитура вся позолоченная. Хочу тогл вот такой поставить маленький, аккуратненький, к которому можно прикрепить будет подвесочку. Бусинки вот такие красивые, позолоченные. Ну и колпачки, конечно, вот такие. И проставочные бусинки будут, наверное, и такие. Это металлические. И вот такие будут, наверное, между жемчугом поставить вот такие маленькие. Не помню, 2,5, по-моему, миллиметра они у меня. Или 3 миллиметра. И жемчуг у меня, посмотрите, какой. Не такой ровный, но весь качественный. Хорошее покрытие. Блестит хорошо перламутр. Вот такие бусинки хорошего качества. Покрытие у них хорошее. Мне нравится. Белые-белые. И вот такие бусинки есть 5 штук всего лишь. Я их покупала на сайте Алиэкспресс. Тогда они продавались по 5 бусин. Сейчас я даже не знаю. Они такие неправильной формы. Вот сзади видно вам. Ну, видно, что это натуральный жемчуг. Такие прямоугольные бусинки. Тоже качество мне понравилось. Покрытие у них хорошее. И, как видите, переливаются. Отличные бусинки. И я хочу их поставить. Конечно, вариантов, как всегда, много. Можно их поставить на украшение с одной стороны, с другой сделать цепочку. Ну, я решила сделать полностью жемчужная, а цепочка будет отдельно сделана. И я покажу потом в конце, что я придумала. Вот будем делать. Не будет оно длинное. На ювелирном тросике я буду собирать. И сейчас буду собирать и показывать вам, что я придумала. Тут ничего сложного. Вот так я набрала на тросик бусинки. Здесь поставила позолоченные. И оставила 2 бусинки, так как знаем, что отверстие в жемчуге маленькое. Я купила вот такое шило на сайте Алиэкспресс. Видно вам, да? С таким покрытием, чтобы делать отверстия в бусинках побольше. И я попробовала. Проходит 2 тросика. Я уже испытала это шило. Оно дешевое, но можно таким пользоваться. Вот, делает дырочку пошире. У кого нет шила, я оставлю ссылочку. Может быть, вам пригодится такое шило. И теперь эти бусинки я поставлю. Они будут последние у меня, чтобы в них потом провести было удобно кончик тросика. И я подумала, а не поставить ли мне вот такие кремпы, чтобы не одевать обжимные бусинки. Я думаю, может быть, и поставлю вот эти. Я еще хотела колпачки сверху поставить этих бусин. Они красоту свою дают. Красиво, да, смотрится? И теперь кремп надеваем. Протектор. Вся фурнитура у меня позолоченная. И опять в кремп. И теперь мне нужно зажать. Сейчас я это... Вот так я надела кремп. И теперь мне надо эту палочку зажать. Здесь нужно усилие. Не кончиками, а примерно вот на таком расстоянии. Беру именно плоскогубцы. Все, там происходит щелчок. Все, зажали. Немножко, если выглядывает, это ничего страшного. Если выглядывает штырек, но он спрятался, его не видно уже. И
И теперь все бусинки я хочу передвинуть на одну сторону. С одной стороны я поставила палочку, а с этой стороны я буду ставить колечко. И сразу надеваю его без колечек, которые раскрываются. Теперь опять я продеваю тросик обратно в кримп, в бусинку. Здесь я подсоединила колечко, то есть палочку на колечко, так как здесь нам нужно некоторое пространство, чтобы было потоньше, чтобы проходило вот в это колечко. Теперь подтягиваю и смотрим, чтобы бусинки не перетянуть. Подтянули. И теперь мне нужно также зажать эту палочку, чтобы ровно вот так легло. Здесь сила нужна обязательно. Все, зажалось. И я откусываю ювелирный тросик. И вот так вот можно закрывать тоглом впереди, так как у меня еще были жемчужные 3 подвесочки. Вот такие. Тоже они продавались комплектом по 3 штучки. У меня очень удачно получилось. Пришли они 2 одинаковые и 1 вот такой формы, как вы видите. Из вот этой я сделала подвесочку съемную на вот таком бейле, чтобы можно было, я думаю, прикрепить такую подвеску и носить такой еще подвеской можно впереди. Можно ее снимать и носить, конечно, как вам нравится. Крутить, переворачивать. Можно тогл сзади поставить. Но это уже кому как нравится. И вот такие сережки у меня получились. Швензы я взяла, посмотрите, морской якорь у меня были. Морская тема. И здесь еще мне нужно подвесить подвесочки. Как вы видите, здесь петельки есть. И я вот не знаю, какие мне подвесить. Есть у меня маленькие вот такие в морском стиле. И рак, и рыбка можно сделать. Можно одинаковые подвесить. Можно здесь подвесить жемчужинку, например. Ну, это украшение будет на продажу у меня. И если кто-то купит, и уже буду я согласовывать, какие подвесочки сделать. Ну, а если кто-то хочет приобрести просто украшения отдельно, тоже могу предложить отдельно, без подвесок и сережек. Тогда у меня для этого есть цепочка, вот такая позолоченная. И с этой цепочкой можно носить подвеску. Вот так прикрепить. И будет у вас подвеска, и в комплект будут серьги. Ну, а подвески какие вы уже выберете на свой вкус. Или весь комплект можно приобрести. Это уже по желанию. И сейчас покажу еще один комплект. Вот такое летнее, освежающее. Посмотрите, как красиво получилось. С кулончиком и вот такие бусинки. Здесь ракушки, белые ракушки. И вот такого голубого цвета, как и бусинки, как и кулон. Тоже фурнитура вся позолоченная, хорошего качества. И к этому украшению вот такие вот сережечки. Помните, я покупала, это были серьги, я между золотой фурнитурой поставила бусинки. И вот так интересно получилось. Очень хорошо подходят к украшению. Здесь гвоздики крепления. Посмотрите, как здорово подошли эти серьги. Я показывала их в распаковке, помните? И хорошо подходят к кулону. Вот такое тоже летнее освежающее украшение у меня получилось. И еще одно у меня украшение. Вот такое колье я показывала очень давно в распаковке. Может быть, кто и помнит. Это было без бусин. Хрустальные бусины я сама уже поставила в колпачки и между цепочкой соединила 2 бусинки. Тем самым оно увеличилось в размере, а то было очень короткое.
И здесь посмотрите, какая красивая цепочка идет и стразики. Здесь застежка карабин. Но с другой стороны есть палочка. Можно надевать вот так. Или можно прикрепить вот так. Короче сделать можно. Или даже можно 2 раза на ручку надеть. И будет браслетик. Тоже пробовала. И здесь уже освежают вот эти бусинки хрустальные. Бусинки 14 миллиметров. И к этому украшению, помните, серьги я покупала. Серьги-гвоздики. Здесь была бусинка другого цвета. Я поставила такую же. Посмотрите, как хорошо смотрятся. И я их покупала именно к этому украшению, так как здесь одинаковое плетение. Вот видно вам и стразики один в один. И такое легкое, воздушное получилось украшение. Вот такие 3 украшения летние у меня получились. Все украшения будут на платформе «Ярмарка мастеров» в магазине. Напишите, кому понравилось. Мне интересно ваше мнение, какое именно вам понравилось. Я жду от вас комментариев. Поставьте мне пальчики. Мне будет очень приятно. Пишите. Ну а я с вами не прощаюсь. Смотрите фотографии в конце видео. До скорых встреч!